Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые, самые лучшие подписчики на моем канале. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему. Я вам расскажу про пересечение, переплетение вашей судьбы с судьбой загаданного человека. Мы с вами посмотрим, для чего человек вошел в вашу жизнь. Естественно, это касается любовных отношений. У нас с вами будет 3 позиции на Таро Инь и Ян и совет от Оракула 7 энергий. Напоминаю, видео всегда актуально в момент вашего просмотра. Мы рассмотрим, насколько этот человек ваша судьба, насколько он действительно, для хорошей судьбы, для хороших отношений вообще пришел в вашу жизнь, а не для каких-то, допустим, для опыта тяжелых, кармических и так далее. То есть это тоже очень важно, я считаю. Итак, я пока оракул 7 энергий убираю и оставляю Таро Инь и Ян. Сейчас мы с вами вытащим наши карты. У нас с вами 3 позиции, и первая карта – это ваш сигнификатор, вторая карта будет его сигнификатор. Вы по своему сигнификатору можете определять, правильно ли выбрали позицию, а также по камушку, камни чакры сегодня участвуют, или по номеру варианта. Также можете воспользоваться генератором случайных чисел. Итак, я кладу 3 сигнификатора ваших. И вам нужно, выбрать себя. 1 сигнификатор только, да? Запомните, что вот с этими отношениями именно 1 вариант на одни отношения. То есть не должно такого быть, да, что вы выбрали несколько вариантов на одни отношения, потому что тут большой такой объемный расклад на 9 вопросов, плюс совет высших сил, и, соответственно, 1 вариант, одни отношения, да. Итак, первая позиция у нас синий камушек. Вторая позиция розовый камушек. Третья позиция – оранжевый камушек, как солнышко, колоколнышко. Итак, вот наши, 3 позиции. Выберите для себя 1. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. И вот первая карта – это ваш сигнификатор в этих отношениях. Кто вы? И кто, потом будем смотреть, кто он. Кто этот человек или она. Неважно, мужчину вы выбрали или женщину, и вы сами мужчина или женщина. Вы можете погадать здесь на ваши судьбоносные отношения, как переплетаются 2 судьбы здесь. Итак, я убираю последние 2 позиции в сторону. И начинаю с самой первой, с синего камушечка, такого хорошенького. Карта сигнификатор вас в этих отношениях. Кто вы? Вот я говорю, я как всегда. Как я не старалась перевернуть колоду правильно, она не переворачивалась, но я читаю только прямые карты. Итак, вы сейчас, 7 жезлов, карта реванша. И тут у нас, энергия действия, да? Карта показывает, как двое вместе скатываются с горы на сноубордах, такие довольные, счастливые. И прям ленточка финишной прямой. Вот, то есть они победители, такие вдвоем вместе победили, да. Конечно же, эта карта показывает, как довольны здесь 2 человек и как они счастливы. Поэтому я бы сказала так по этой карте, что вы человек парный. Вы человек, который готов сотрудничать, союзничать, вместе побеждать и старается сразу же для своего партнера или партнерши. То есть вы тот, кто готов к командной работе, и, соответственно, у вас такой веселый, задорный характер, лидерские качества тоже есть. И самое главное, что вы, в принципе, готовы отстаивать отношения, которые вам дороги. Вы готовы к отношениям, в принципе, и готовы за них постоять. Поэтому в каком-то смысле вы борец. Мы же здесь видим все-таки финиш, а это значит, к этому финишу вы с кем-то шли. И да, могли быть нападки, трудности и много испытаний, но они все прошли вместе. Вот вы готовы проходить любые испытания, но вместе. По отдельности вас, конечно, бы не устроило, да, но вместе вы готовы проходить испытания.
Хорошо, давайте посмотрим сигнификатор вашего человека, которого вы здесь загадали, неважно, мужчина это или женщина, я еще раз повторю. Кто он в этих отношениях? То есть вы у нас вот, да, вот такой вот позитивчик. Кто тогда он в этих отношениях? Он у нас, давайте поближе-то покажу. Он у нас, значит, карта испытания, 8 жезлов. То есть вы 7, а он, заметили, 8. И он уже пошел в какие-то, вот знаете, рискованные трудности, да? Здесь мы понимаем, что загаданный человек, вот который сейчас переплетается судьбой с вами, он причем идет сразу же ваша карта, а потом его карта. Он такой вот рисковый человек, который не то что не боится трудностей в отношениях, особенно с вами, а он к ним как бы готов и много чего может даже в чем набедокурить. Потому что бывают такие люди, да, которые очень импульсивны, они несутся куда-то сломя голову, они не понимают дороги, не разбирают дороги. И, соответственно, видите, вот получается, женщина на карте, она прям закрывает лицо руками, насколько мужчина вдруг решил оседлать снежную такую вот штуку, да, ледяную, и сейчас прыгнет, а куда он прыгнет, непонятно, и вообще свалится, не свалится, что себе сломает, не сломает. То есть здесь получается так, что у него вот есть какая-то разрозненность с вами. И этот человек уже не обращает внимания на ваше мнение. Я хочу рискнуть, я буду рисковать, там он может рисковать, там, допустим, деньгами, он может решать, как он видит ситуацию, да, в отношениях проблемы, причем не посоветовавшись, опять же, с вами, машет скорее руками, ногами, да, и может ругаться, там, не знаю, с родственниками. Вот я говорю, слишком импульсивный. Естественно, и вам такой человек на эмоциях может наговорить чего угодно, потом уже или извиняться, или что, но бывает даже поздно, да. Поэтому, конечно, вот эта карта показывает кого-то вот, не знаю, резко и неожиданно возникающего. И того, кто необдуманно часто поступает, совершенно необдуманно рискует. Вот. Хорошо, давайте посмотрим, что послужило причиной того, что жизненные линии вот этих двух людей пересеклись. Что послужило причиной того, что жизненные линии вас и вашего партнера или партнерши пересеклись в жизни? Причина. Почему? И я здесь вижу карту необходимая. Это 2 пентаклей. Вот смотрите, есть человек, который о чем-то мечтает, рисует семью для себя. Это женщина. А мужчина уже готов закладывать фундамент. Люди встретились здесь явно не зря. Причина в том, что каждый мечтал о чем-то своем, и каждый хотел для себя вот, не знаю, дом, крепкую семью, надежную опору. И здесь именно мужчина очень хотел строить, а женщина очень хотела свой дом. Понимаете? Он думает, конечно, здесь больше о том, чтобы вокруг было как-то интересно, вокруг было как-то креативно, может быть, необычно. Он творческая личность, а женщина, она именно семейная личность. Но, вы знаете, иногда противоположности действительно притягиваются. И встретились вы, вот ваши линии пересеклись, потому что пришло то время, когда каждому из вас нужно создавать серьезные отношения, семью, дом и обустраивать все. Вот насколько я вижу эту карту. Эта карта необходимая. То есть вы друг другу были явно необходимы. Каждый второго поддерживал. Является ли данная встреча судьбоносной? Повлечет ли она кардинальные перемены в вашей жизни? Судьбоносная ли встреча, да? Карта «Вызов». 5 жезлов. Вот смотрите, мы с вами видели, что люди здесь оба могут бороться, да, и побеждать, и рисковать. А эта карта, она вот как раз-таки дает вызов вам обоим.
То есть встреча действительно судьбоносная и несет в себе кардинальные перемены в жизни, но с испытаниями, с большими испытаниями. То есть, получается, люди встретились, конечно же, не зря, люди встретились по судьбе, но при этом нужно бороться, нужно преодолевать и нужно показывать себя, как ты можешь преодолевать трудности в отношениях, как ты можешь восходить на вершину, спускаться с вершины, проходить разные эстафеты, трудности и так далее. То есть это проверка. И эти отношения без проверки, они были невозможны. Поэтому две судьбы переплелись именно для проверок, для того, чтобы высшие силы могли понять, а насколько ты трудоспособен, насколько ты способен отвечать за отношения. Вот просто так они в руки не даются. То есть человек должен проявить ответственность за отношения, и тогда они ему даются. А если он не умеет проявлять ответственность, они ему не дадутся. То есть нужно пройти прямо-таки экзамен. Вот так-то. Какие изменения уже привнес в вашу жизнь данный человек? Какой задел на будущее создается здесь и сейчас? Какие он уже изменения привнес? Так. Надеюсь, видно. Я на пути. Это карта колесница. Карта показывает, по сути, что действительно человек на пути этих изменений. Возможно, между вами есть, допустим, некоторое расстояние. Или часть целей человек уже добился, но ему еще нужно сделать выбор и добиваться еще чего-то. Вообще, сама по себе карта показывает, что это процесс. Вот сейчас идет процесс тех изменений, которые человек привносит в вашу жизнь. И задел на будущее, какой создается здесь и сейчас по колеснице, это очень счастливое и такое обеспеченное или обустроенное будущее, потому что всегда колесничий, он добивается своих целей, несмотря ни на что, но он должен победить. Вот у вас слово «победа» проходит через все карты. Мол, когда ты победишь это, и вот эти трудности, тогда эти отношения станут хорошими, гармоничными, и действительно, вот пройдя все экзамены, ты сдашь их там на отлично, и все у тебя будет хорошо. Вот без как будто бы каких-то препятствий не бывает. Вот именно в ваших отношениях не получается. И человек должен пройти, вот не знаю, как и вы, тоже 10 проверок. И вот эта карта, она говорит, что человек уже сейчас привносит изменения в вашу жизнь, но это процесс, который, так скажем, уже какое-то время происходит, и произойдет еще что-то. То есть те изменения, которые он внесет, это еще будут изменения какие-то, да, они, естественно, будут еще влиять на вас кардинально. Но сейчас это уже видно. То есть человек дает вам волю к победе и вот понимание, что вы должны смотреть в одну сторону, у вас должны быть общие цели. Если цели у вас будут разные, задачи разные, то каждый из вас будет тянуть повозку в свою сторону. То есть один из вас поедет сюда, а второй, допустим, сюда или сюда. Это плохо. Вы должны делать это вместе. Поэтому здесь шаром инь-ян управляет дух. Вот именно души должны здесь объединяться для того, то есть духовная составляющая отношений для того, чтобы люди могли пройти все трудности и иметь общие цели, общие задачи. Чтобы они могли найти эти общие цели. Конечно, если нет общих целей, куда же ты пойдешь, да? И поэтому, конечно, карта, вот эта вот колесница, она и показывает, что нужно тянуть колесницу в одну и ту же сторону. Дух у вас должен быть общий, а разделение на мужское и женское должно происходить тоже естественным путем, да? Хорошо. Какой опыт положительный и отрицательный вы получите, находясь под влиянием данного человека? Так, здесь я вижу, значит, карту «Сиюминутная выгода», 4 пентаклей. Смотрите, о чем я хочу здесь сказать. Вот эта карта, она действительно учит. Что такое сиюминутная выгода? Это выгода, по сути, которая сейчас вы берете, да, но вы теряете нечто большее. Вот эти отношения вас учат тому, чтобы
проходить проверки, чтобы дорожить партнером или партнершей, и чтобы не размениваться на мелочи и на ерунду. Поэтому никогда не разменивайтесь на мелкие обиды и ссоры в этих отношениях и мелкие претензии. Вы потеряете гораздо больше, вы потеряете человека. Этого делать не стоит. И, конечно же, это одновременно и положительный, и отрицательный опыт. Потому что когда ты разбрасываешься отношениями, когда ты их не ценишь, когда ты, обиделся из-за какого-нибудь глупого слова или из-за ерунды, человек твою вещь сломал или еще случайно, да, то, конечно же, какая речь может идти о серьезных отношениях. Это для вас проверка. И, конечно, опыт здесь разнообразный. Потому что если вы, не дай бог, разменяетесь, получите сиюминутную выгоду, да, отыграетесь на человеке, то вы его потеряете, и это будет для вас очень тяжелая ситуация. Поверьте мне. Поэтому вас учат высшие силы, отношения эти, да, что никогда не ищи сиюминутные выгоды. Насколько полученный опыт будет востребован в дальнейшей вашей жизни? Император. Вообще, император – это карта серьезных отношений. Вот смотрите, как трудно на камеру. Я управляю, да, я управляю. Что-то у меня опять с фокусом. Карта показывает, что на самом деле у вас могут быть здесь серьезные отношения, брак и на долгие годы. И главное – это выиграть шахматную партию. И опять же, мы видим здесь дух. Здесь инь и ян выражаются разными шахматами, черными и белыми. То есть это шахматная партия между мужчиной и женщиной. Но при этом правит дух. Поэтому если у вас будет духовная близость, то этот опыт будет востребован в вашей дальнейшей жизни, и будут серьезные отношения. И именно очень крепкий брак. Конечно же, это востребовано в вашей жизни, правда же? Кармический аспект. Для чего данный человек вошел в вашу жизнь, какой урок нужно извлечь? Именно по карме. Смотрите, какая замечательная карта Солнца. Я осознает. Здесь опять же есть белое и черное, инь и ян, и два духа, которые объединяются вместе и держатся за Солнце. Конечно, это карта счастья. Здесь люди по карме, они встретились, чтобы быть друг с другом счастливыми и быть в серьезных отношениях, быть вместе. Это совершенно точно. И я считаю так, что если вы пройдете все эти всякие какие-то проверки, испытания, вы оба будете очень счастливы, вы оба победите, и вы будете вместе с загадным человеком, как будто в браке долгие годы. Большая любовь, большие надежды, хорошая судьба, переплетение судеб, да. То есть эти судьбы переплетаются и сплетаются именно воедино. Поэтому ни о чем не переживайте. Вам просто нужно держаться за отношения. Но бывает так, что человек смотрит видео, ошибся, да, взял и выбрал не свою позицию. Его уже там давно бьют дома, избивают, а он все держится за отношения. Просто потому, что ему посоветовали карты. Так не делайте. Если о вас вытирают ноги, бьют, пользуются вами, вас ограбили или еще что-то в этом духе, бьют ваших детей, пьют, не держитесь вы за эти отношения, несмотря на то, что вы выбрали эту первую позицию. Многие почему-то ведутся на это, особенно состояние жертвы у женщины. Поэтому знайте, что если у вас действительно есть стремление к этим отношениям, если вы действительно видите, что человек неплохой, и проверяете, да, переплелись ли наши судьбы, по судьбе ли он мне, тогда здесь все в порядке. Действительно будет солнце, будет хороший брак. Но если вы гадаете на какого-нибудь алкоголика, наркомана, тунеядца, зэка и все такое прочее, лучше не надо. Лучше не надо. Поменяйте позицию, пожалуйста. Так, хорошо, совет для вас. Совет. Карта очень сильно в тему. Безграничная любовь. Представляете? Вообще, как будто бы высшие силы только что этой картой благословили ваши отношения с загадным человеком. Ключевая тема этой карты – это безусловная любовь, романтическая любовь и
то, насколько эта любовь меняет вас. Она показывает родственные души двух половинок, представляете? И, соответственно, любовь исцеляет все раны, является источником всей жизни. Она поддерживает вас, когда вы стремитесь к красоте. Она подхватывает вас, когда вы спотыкаетесь и падаете, и направляет вас, когда вы теряете из виду свою цель. Или поддаетесь, может быть, даже на уловки вашего эго. И нужно полюбить, нужно осознать эту любовь. Она создала вас, и она пульсирует внутри вас. И вот, по сути, в начальной фазе любовных отношений, когда ничего не имеет значения, кроме любимого человека, мы все воспринимаем обостренными чувствами. И вы видите другого, но видите в нем себя. И двигаетесь в соответствии с ритмом своего сердца. И вы отдаетесь той магии, которая вас окружает. Вспомните это чувство, даже если вы знакомы с человеком уже лет 20, вспомните это начальное чувство. Вы поймете, о чем говорит эта карта. Совет: чувствовать всегда это, ощущать всегда это, как будто вы только что полюбили друг друга, как будто вы только что познакомились, и неважно ничего. Неважно, не знаю, какие-то привычки бытовые человека, которые вас раздражают. Неважно. Вот понимаете, неважно, поссорились вы, помиритесь, ничего страшного. То есть люди, когда они только начинают друг друга любить, им все по плечу. И вот вам нужно вот по этой безграничной любви это все вспомнить. Ну, вот такая вот у нас интересная первая позиция. А мы идем с вами дальше. Убираем карты. Убираем карты. Итак, наша вторая позиция. Это розовый камушек. Замечательный розовенький камушек. Итак, первая карта – это ваш идентификатор. Причем этот идентификатор именно в этих отношениях, то есть вот в тех отношениях, которые вы загадали. И эта карта у нас 5 мечей. Принятие. Карта принятия. В этой колоде она именно вот такая. Вы знаете, здесь вы пытаетесь всей душой принять этого человека, несмотря на ту боль, которую он вам причинил. Здесь женщина лечит мужчину. Если вы исполняете сейчас мужскую роль, то вы исполняете вот эту роль, да, пострадавшего немножко так в жизни, прошедшего различные испытания, трудности. Причем вы этой женщине много раз в чем-то вредили, обижали, но она все равно вас жалеет. А вы роль исполняете того, кого жалеют, кому сочувствуют, кого прощают. Вот, а женщина здесь, да, она здесь добрая самаритянка. Она призвана прощать этого мужчину, призвана принимать его таким, какой он есть, и старается сделать все для того, чтобы простить его, для того, чтобы наладить отношения, да, чтобы быть вместе. Вот вы сейчас именно такую роль исполняете, причем человек, скорее всего, по всем статьям, да, не просто только вас обижал и все, а, скорее всего, неуспешный человек. Постоянно у него какие-то в жизни трудности, преграды, препятствия, проблемы. А вы все терпите и терпите. Вы для него скорая помощь. Хорошо, теперь ваш сигнификатор, если вы себя узнали. Его сигнификатор, если вы себя узнали. Кто он тогда? Вот смотрите, как переплетаются судьбы, да, интересно. Он повешенный, я переоцениваю, да, он пытается все переоценить и пересмотреть сейчас. То есть, если вы мужчина, женщина ваша хочет все пересмотреть и переоценить в ваших отношениях. Она буквально, прячет вот так голову, да, становится вверх ногами, пытается творить, пытается что-то понять, пытается взглянуть на отношения под другим углом, потому что она вас слишком долго спасала, слишком долго терпела. Если вы женщина, ваш мужчина сейчас пытается переоценить и пересмотреть эти отношения, он в зависающей фазе, и на сегодняшний день он начал понимать, что вы для него сделали, и начинает это как-то ценить, да, смотрит на все под другим углом. Причем раньше он совершенно этого не ценил, он совершенно это все, я бы сказала,
обесценивал. И теперь у него приходит настоящее осознание, что вы для него сделали. Только сейчас в голову начинает что-то приходить. Представляете? Но при этом он находится в таком вот подвешенном состоянии. Что послужило причиной того, что ваши жизненные линии пересеклись? Что послужило именно причиной того, что жизненные линии пересеклись? У нас тут вышла карта заполнения. Это туз кубков. Вот заполнение, понимаете? Я бы сказала, не просто заполнение, а переполнение, согласитесь. Ну, хотя тут чайник, конечно, пока еще не переполнен, но скоро уже переполнится. Здесь у нас есть мужчина, есть женщина. И именно женщина заполняет свой чайник. Она черненькая у нас, да? И эта карта показывает, что мужчина у нас жил играючи. Мужчина жил, значит, так скажем, ну, чем-то, может быть, пользуясь от всех, потому что его неправильно воспитали. А женщина, она внутри ощущала пустоту. И вот эту дырочку, вот эту пустоту, вот этот чайник, я не знаю, пыталась закрыть с помощью этих отношений. Понимаете, у нас всегда чего-то не хватает у людей. Когда у нас всего хватает, это называется самодостаточность. И при ощущении самодостаточности мы очень избирательны в плане личной жизни. Если же у нас с детства есть психологические травмы, различные травмы там, от родителей, всякие поступки нехорошие в нашу сторону, это у большинства людей, у нас всегда чего-то не хватает. Всегда. Женщине может не хватать ее отца, она ищет похожего, ее, там, не знаю, брата, первой любви, еще кого-то. Мужчине не хватает заботливой матери. Ну и, соответственно, здесь люди друг от друга заполняют свою жизненную пустоту и потребности. Я не считаю это плохим. Я считаю, что вы вот встретились, чтобы проработать психологические травмы. Причем оба обездоленные в каком-то смысле. То есть мужчина здесь, видите, такой страдалец. Он у нас настолько страдалец, да, что ему в жизни всегда не везет. Женщина, она за ним такая вся ухаживает, она его лечит, она его спасает, она потому что заполняет им свою пустоту. Она так хотела бы поступать с кем-то другим, но поступает с ним, потому что их пути пересеклись не просто так. Они пересеклись, чтобы восполнить вот это. То, что они не могут сделать с теми, с кем это, по сути, надо было бы сделать. Допустим, женщина, ей не хватало внимания отца, она хотела бы его излечить, понимаете? Но она не может, потому что он, не знаю, развелся с мамой давно, ушел, не общается. И что ей тогда приходит? Или он женат, там у него своя семья, или еще что-то. И что ей приходится делать? Искать кого-то похожего и на нем, значит, прорабатывать вот это все, лечить, там, спасать, жалеть, понимаете? Хорошо, значит, причина ясна, да? Каждый заполняет свою пустоту, особенно женщина. Является ли данная встреча судьбоносной? Повлечет ли она кардинальные перемены в вашей жизни? Башня. Карта показывает, я разрушает. Вот понимаете, когда-то вами было все это создано. Каждым из вас вот эти вот внутренние блоки, препятствия. Я вас ни в чем не обвиняю. Абсолютно здесь ни в чем не обвиняю. Просто ваша жизнь, ваша прошлая жизнь с детства была очень трудной. Очень трудной. И вы выстроили для себя эту башню, эту тюрьму, где каждый из вас страдает по-своему и мучается всю жизнь. Ему испортили самооценку, ему испортили вообще все. Кому-то в школе сказали, что он неодаренный, кого-то обидели родители, вообще били. Вот трудная судьба это называется, трудная судьба. Тут встретились два одиночества, восполняют, значит, пустоту и разрушают. Каждый разрушает ту тюрьму, которую воздвиг. Каждый разрушает свои психологические травмы, свои внутренние переживания. Но вместе с этим, к сожалению,
когда все будет разрушено, и все переживания, блоки, отработки уйдут, и отношения эти могут стать не нужны и тоже разрушатся, как карточный домик. И вот тут уже от вас многое, от обоих зависит, конечно. Так, смотрим дальше. Конечно, судьбоносные отношения, но вот именно для того, чтобы утешить друг друга, да. Какие изменения уже привнес в вашу жизнь данный человек? Какой задел на будущее создается здесь и сейчас? Значит, вышла карта «Доверять». Эта карта показывает обучение кубков. Эта карта говорит о том, что человек внес положительные изменения в вашу жизнь. И именно касательно доверия. То есть внутренне вы очень хотите или даже доверяете этому человеку, несмотря на то, что он все-таки постоянно с проблемами и некий страдалец. Вы знаете, вам хорошо вместе, в принципе-то. Вам нормально. Да? И каждый понял, да, что он там несет в эти отношения, что он там отрабатывает, что еще. И вот когда все с этим смирились и что-то там приняли внутри, да, конечно же, это может давать очень положительные результаты, если вам друг с другом удобно. Хорошо, вот знаете, вот как бы душа отдыхает. И если вы принимаете друг друга полностью от и до, а у вас, кстати, именно с вашей стороны вышла карта принятия, то, конечно же, человек вносит самые положительные изменения в вашу жизнь. То есть спокойствие, доверие этому миру. Потому что раньше вы были колючкой, и миру этому никогда не доверяли. Какой опыт положительный и отрицательный вы получите, находясь под влиянием данного человека? Так, я здесь, значит, вижу карту «Я заслужил». Это карта справедливости. Вы сами знаете, что это абсолютно кармическая карта. Она всегда показывает, что да, люди встретились по карме, да, опыт тут идет и положительный, и отрицательный. И это опыт в том числе доверия и нарушенного доверия. Это опыт в том числе проработки. И, соответственно, чем быстрее вы оба осознаете, для чего вы встретились и что каждый хочет, тем быстрее вы это все пройдете, проработаете и, может быть, научитесь правильно обращаться с этим. Потому что пара, в принципе, здесь способна существовать. Но опыт здесь колоссальный. То есть вы начинаете понимать, особенно когда вы пытаетесь одного человека подменить другим, насколько это не нужно, насколько это ненормально. И вы начинаете понимать, отделять этого человека от того человека, который у вас должен быть проработан внутри. Вы идете к психологу или сами пытаетесь отпустить того человека, которого вы через этого хотели бы проработать. И в итоге вы начинаете видеть в нем личность, в этом именно человеке, что вы уже не просто спасительница или спаситель, или пострадавший, тот, который ранен или еще что-то. Какая-то роль у вас есть, да? Вы понимаете, что второй человек – это просто человек. Что вы не можете нести по отношению к нему эту функцию. Он отделим от вашего внутреннего желания проработать свои психологические травмы. И с этого момента он начинает быть личностью, вы приобретаете этот положительный опыт и начинаете эту личность уже рассматривать и, может быть, даже любить. Сначала вы любите в нем кого-то другого. Насколько полученный опыт будет востребован в дальнейшей вашей жизни? Так, я здесь вижу карту взаимообмен. И это двойка кубков. Это колоссально нужно. То есть карта замечательная. Опыт будет не просто востребован в вашей жизни. Этот опыт и есть и самое идеальное, что можно получить. То есть когда мы видим карту взаимообмена, мы понимаем, вот были наши травмы, вот были наши переживания, вот были наши отработки, незакрытые гештальты или еще что-то. А вот этот человек. Вот она личность, вот она одаренная личность, талантливая, со своими привычками. Вы начинаете в этом человеке это подчеркивать.
Вы говорите, ну какой вот ты вот тут вот там особенный, вот как ты вот это хорошо умеешь делать, вот давай договоримся, вот давай вот я тебе тут уступлю, ты мне тут уступишь. Потихоньку друг с другом люди начинают жить, начинают видеть личности, начинают их любить, их уважать. Это переходный период, то есть мы разрушили старые психологические травмы, отработки наших родителей и все такое прочее, да, и полюбили друг друга. Это, конечно же, все очень долго, это все муторно довольно-таки. И очень легко сбежать где-то в середине, понимаете? Но если люди остались, они могут быть вместе хоть сколько. Они могут, вот этот опыт может быть настолько востребован, что они будут вместе хоть сколько и вместе проживать много лет жизни. Просто нужно понять вот это, что, допустим, вот эти роли, да, что ты не врач, а ты не пациент. Оба должны это понять. То есть мужчина понимает в этой паре, я не пациент, это не моя медсестра, это моя жена, это моя любимая женщина, я ее люблю такой, какая она есть, она красивая. Женщина понимает, да мне не надо жалеть моего мужика, мне не надо за ним бегать, мне не надо за ним ничего сюси-муси прислуживать. Да, он пострадал сегодня, потому что его начальник отчехвостил на работе. Я топну ногой и скажу ему, что я о нем думаю. Или промолчу, ничего не скажу, но и не буду сюси-мусить перед ним. Или если он меня обидел, я с ним не буду 2 недели разговаривать. Я себя переборю и не буду. Я не буду придумывать за него, почему он там меня обидел. Я послушаю его, почему он меня обидел. Но тогда, когда он решит мне об этом рассказать. А до этого момента я не буду с ним разговаривать, потому что я обиделась. То есть вести себя нужно адекватно, абсолютно адекватно. Требуем объяснений, объяснений не последовало, обижаемся, да, и ждем. Объяснения в следующий раз последовали, мы можем простить, потому что поняли что-то. Хорошо, идем дальше. Кармический аспект. Для чего данный субъект вошел в вашу жизнь? Какой урок нужно извлечь? То есть еще и по карме, да? Так, мы здесь, значит, видим карту озарения. Это туз мечей. Тут у нас высшие силы, Бог, Дух протягивает письмо. И не просто так. Это действительно через эти отношения вы получаете озарение. Самое настоящее озарение. Объясню. Вы знаете, вот эта карта озарения, она показывает, что вы видите в себе все иное, все другое. Новые грани в этом человеке. Вы начинаете понимать, что ваши души могут соединяться. Вы начинаете понимать, что в этом мире не только есть вот какие-то инстинкты, да, а есть еще и наш разум, наша душа. И мы можем поступать так, как мы задумали, и так, как мы вообще себе запланировали. Нам не обязательно вестись на эмоции, нам не обязательно вестись на чьи-то поступки, а мы идем тем курсом, который мы себе выбрали. И, соответственно, это очень легко на примере еды. Вот, допустим, я очень хочу съесть большой шоколадный торт, но знаю, что у меня есть некий курс сбросить 10 килограмм. Ну, представим эту ситуацию. Это, конечно, не про меня, я просто говорю, что представим эту ситуацию. У меня есть выбор, съесть зеленый салат или большой шоколадный торт. Вот если бы я была вот в этом состоянии, конечно, я съела бы торт. Я поступаю инстинктивно. Вот человек уже плохо, я бегу к нему его спасать. Он же жертва. Причем состояние жертвы подтвердилось картой повешенной. Я бегу его спасать, я спаситель. Это мое инстинктивное желание. А если у меня есть намеченный курс, дойти до 2 кубков и иметь именно взаимообмен с этим человеком, я его не должна жалеть. Я должна остановиться, сказать себе стоп. Это озарение. Это и есть по карме то, что нужно проработать. И кармическое наше, кармический опыт души, наша задача понять это, наша задача. То есть один раз вы это поймете, много жизней уже не будете таскать это за собой. Один раз поняли, усвоили, и душа вышла на новый уровень, правда? Душа уже наконец-то поняла, как строить отношения с любым человеком, не только с загаданным, а и в следующей жизни, и в позаследующей выстраивать отношения. Не в форме некой жертвы, правда? Не в форме некого спасителя и так далее. Хотя тут обе, конечно, оба человека жертвы, естественно, по-своему только каждая. И вот
что я буду делать? Я съем зеленый лист и скажу: нет, я еще только прошла 3 килограмма, а мне еще до 10 7. Торт — это сейчас не для меня. Я возьму и остановлюсь. Стоп. И скажу себе стоп, потому что иначе это было бы мое инстинктивное желание, а у меня есть мозг, у меня есть озарение. И я дойду до этого озарения, во что бы мне не встало это, да? Хорошо, давайте теперь посмотрим совет на оракуле 7 энергий для вас. Оракул 7 энергий. Как красивая карта. Карта показывает большую симфонию. Карта говорит о том, что нужно быть частью единого целого. Вот так. Нужно устранять предрассудки в вашей жизни, нужно видеть, как все взаимосвязано, нужно знать, что все, что мы делаем, всегда имеет последствия. Даже если вы постараетесь сесть в медитацию, вы все равно будете дышать. А значит, вы будете выпускать из себя углекислый газ, а вдыхать кислород. И этот углекислый газ вдохнут деревья. Правильно? Будут расти, будут перерабатывать его и выпускать опять кислород. То есть вы все равно будете участвовать в общей карме нашей Земли, ну и космоса, и вообще всего мира. Даже если вы не будете совершать ни единого действия, вы пойдете в туалет. Пойдете. Вы пойдете, скушаете что-нибудь. Все равно пойдете. Голод все равно добьет вас, а жажда еще быстрее. Вот понимаете, все имеет последствия. Сходили в туалет — имеет последствия. Съели — имеет последствия. И как человеческие существа мы склонны воспринимать себя отдельными от других существ. Но отдельными быть не получится. Мы все взаимосвязаны. Вы же взаимосвязаны с деревьями, правильно? Вы вдыхаете кислород, который они выделяют, а они вдыхают углекислый газ, который выделяете вы. Вы полностью обвязаны с этими деревьями. Не будь дерева, вы жить не сможете. То же самое здесь. Вот это своего рода трюк. Восприятие с нами играет со всеми. Вот говорят же, да, что наше существование — это игра Бога. И, соответственно, наши 5 чувств, разум помогают нам ориентироваться в мире физического опыта. И они помогают нам, адаптироваться к окружающей действительности, помогают нам жить. Но также у нас есть интуиция. Она помогает ориентироваться в невидимом мире, в духовном мире. И мы продолжаем постоянно бороться с проблемой нашего эго. Мы постоянно продолжаем пытаться осознать себя единым целым, но у нас никак не получается. Поэтому, соответственно, вот у вас есть человек, да? Давайте начнем с него. Вам нужно почувствовать себя единым целым с этим человеком. Потому что вы делаете что-то, он за этот счет живет, он делает что-то, вы за этот счет живете. Вот как муж и жена, да? Муж приносит зарплату, жена покупает продукты, кормит его же, но и сама ест, убирает в доме, что-то взамен делает. Иногда она тоже работает, тоже складывает складчину. Но друг без друга им было бы сложнее. Они же вместе выживают. Были бы гораздо хуже условия, понимаете? Соответственно, вам нужно почувствовать единство своей души с духом вашего человека. И понять, насколько вы на самом деле неотделимы от нашего мира. Мира, в котором вы живете. Вы оба дышите, вы оба ходите в туалет, вы оба едите. Вы оба работаете, что-то делаете, говорите что-то кому-то. Вы все равно взаимосвязаны. Даже если окажетесь на разных концах планеты, вы все равно один организм. Понимаете? Вот это очень хороший совет, я считаю, по отношениям. А мы идем с вами дальше к 3-й позиции. Позиция номер 3. Переплетаются судьбы ваша и загадного человека. Для чего человек вошел в вашу жизнь? Наш оранжевый камушек, камень солнца. И первая карта — это ваш идентификатор в этих отношениях. Какой? Так, я здесь вижу, вот вам поближе поднесу, быть в моменте. Мастерство жезлов показывает карта. Вы знаете, это неплохая карта. Она говорит о вашей какой-то некой осознанности все-таки в этих отношениях.
Она говорит о том, что вы уже много чему научились благодаря этим отношениям. Вы познали опыт, вы познали мастерство, и вы живете в моменте здесь и сейчас. Я считаю, что для отношений, лучше карты, наверное, трудно придумать, потому что вы человек духовно развитый, вы человек осознанный, вы человек уже много понявший вообще об этой связи, об этих отношениях, вы много проанализировали. И, скорее всего, в обществе загаданного человека вы чувствуете себя довольно комфортно, довольно приятно и довольно хорошо. Эта карта очень такая, показывает личность, показывает развитие, показывает древнюю душу, может быть. И, естественно, вы как будто все знаете. Все знаете. Не знаю, вы, конечно, решили еще посмотреть, еще что-то подтвердить, еще что-то услышать. Но вы уже много чего знаете. Давайте посмотрим его сигнификатор. Надеюсь, что вы себя узнали. Если не узнали, смотрите другую позицию. Смотрим его сигнификатор. Человека, которого вы здесь загадали, да? Так, я здесь вижу, значит, тоже мастерство, но кубков. И забыла вам подсказать слово. Что-то сегодня не фокусирует. Угождать. То есть здесь у нас, другая ситуация. Вы у нас, значит, пребываете в моменте, а человек нашел механизм, способ, я не знаю, ключ, как вам угодить на самом деле. То есть настолько интересный человек. Вообще, если у нас есть тут мастерство, слово мастерство, да, то вы, естественно, оба на одном уровне развития. И оба древние души. Но, с другой стороны, конечно, карта здесь показывает, что человек как будто бы любит вас, умеет, ухаживать за вами, умеет сделать вам приятное. И, соответственно, вы тоже испытываете к нему очень глубокие чувства. Но оба вы испытываете чувства совершенно по-разному, хоть и понимаете очень много про эти отношения. Теперь смотрим с вами дальше. Что послужило причиной того, что жизненные линии вас и загаданного человека пересеклись? То есть почему пересеклись, переплелись ваши судьбы? Видно же здесь, да, что вы прям идентичны, что в чем-то вы и похожи, и противоположны, но все-таки любите друг друга. В данный момент это так, что каждый из вас исполняет роль, по сути, некого любящего человека, да? Что послужило причиной того, что ваши пути пересеклись в жизни? Значит, здесь карта мотивировать, мастерство, опять же, только теперь жезлов. Смотрите, у нас есть карта мотивировать и быть в моменте, да? Замечательно. Вы пересеклись для того, чтобы мотивировать друг друга. Вы не просто так в жизни встретились, вы по судьбе друг другу встретились, но мы это еще тоже будем проверять. Но в любом случае встреча очень-очень продуктивная, и она показывает здесь, что особенно эта встреча стимулирует к развитию мужчину, потому что он становится созидательным, он становится настоящим мужчиной, который действительно может отвечать, за свою семью, за отношения, за дом. Он может богатеть, он может развиваться. И женщину. Женщину, знаете, опять же, тоже в плане саморазвития, в плане проработки каких-то своих прошлых негативных программ, блоков и даже, может быть, травм из прошлых жизней. И, соответственно, конечно, эта встреча созидательная, эта встреча мотивация, это встреча для того, чтобы каждый из вас воспрял духом. Хорошо, давайте посмотрим, является ли данная встреча судьбоносной, повлечет ли она кардинальные перемены в вашей жизни. Так, я здесь, вижу шестерку пентаклей, карта помощи. С помощью этой встречи вы поймете, что такое, когда не просто вы кому-то помогаете, а кто-то помогает вам. Большая часть людей, кто будет смотреть третью позицию, они могут научиться тому, что принимать помощь и давать ее людям. Кто-то просто может научиться только принимать помощь, потому что умел помогать людям. А кто-то научится отдавать, хотя умел принимать. Понимаете? То есть вообще сама по себе карта, конечно, несет кардинальные перемены в вашей жизни. Но в каком смысле?
что ты можешь доверять кому-то, что ты можешь принимать помощь кого-то и помогать ему, что ты можешь обмениваться взаимной энергией. И, конечно, шестерка пентаклей замечательная карта, очень хорошая. Она показывает, насколько люди могут лояльно, с пониманием относиться друг к другу, любить друг друга, уважать друг друга. Конечно, это несет кардинальные перемены в вашей жизни, и, конечно же, это судьбоносная встреча. Однако здесь есть еще такой моментик, что один мужчина помогает другому. Вот как будто бы вы учите загадного человека, если он мужчина, что ему можете помогать не только вы, а и другие люди, и что он может и достоин принимать эту помощь. Если же вы мужчина, вы через эти отношения, через то, что вам женщина помогает, а вы ей, учитесь тому, что вы еще и принимаете помощь от окружающих, от других людей, от коллег по работе там, или просто от людей в мире, что вы им больше доверяете, что вы можете с ними соотноситься. То есть представляете, насколько колоссальное влияние оказываются вот эти вот отношения на судьбу. Так, следующее у нас. Какие изменения уже привнес в вашу жизнь данный человек и какой задел на будущее создается здесь и сейчас? Так, ну я здесь вообще вижу очень хорошую карту. Это карта императрица. Я создает, это карта созидания, и да, уже человек привнес в вашу жизнь очень положительные перемены, особенно перемены идут в жизни женщины, то есть если вы мужчина, то она принесла вам ощущение, что она есть настоящая женщина, но вы привнесли в ее жизнь, или вот если вы, допустим, женщина, какие изменения в вашу жизнь привнес мужчина, осознание женщины. Осознание того, что она императрица, она любимая, она в центре внимания, она на престоле, она глава, там, не знаю, дома. Мужчина глава семьи, а женщина глава дома. Да? Мужчина голова, женщина шея. То есть уважение. Вот идет именно состояние такого уважения, и что этот мужчина может показать женщине, насколько она женщина. А женщина может показать мужчине, насколько она может быть женщиной. Вообще это замечательно и прекрасно, я считаю. Ой. Так, смотрим дальше. Какой опыт положительный и отрицательный вы получаете, находясь под влиянием данного человека? Так, я здесь, значит, вижу карту «Я верит». Это карта жреца, да, но здесь иерофант. Вот. Конечно же, эта карта показывает очень положительный опыт, духовный опыт. Каждый из вас укореняется в собственном мировоззрении. Вообще идет становление мировоззрения в отношениях, большая мудрость. Это мудрые отношения, и каждый умнеет в них все больше и больше. Карта показывает, что люди как будто бы должны повенчаться перед Богом, то есть венчание в церкви. И знаете, такой вот, ну или там в храме, или там в мечети, или еще где-то. Венчание на небесах, как говорят. Закрепление союза на небесах. Вообще, эта карта очень такого духовного союза, когда люди не со страстью там друг к другу, не с сексуальным влечением относятся, а именно развиваются, именно у них общие интересы, и у них сильная платоническая любовь друг к другу. Соответственно, это очень положительный опыт. И такое чувство, что каждый из вас выступает для второго неким духовным учителем, гуру. И вы оба вместе можете найти своего духовного учителя для двоих. Вот представляете, как интересно. Насколько полученный опыт будет востребован в дальнейшей вашей жизни. Ну, я здесь вижу, видите, в обнимочку стоят, на звезды смотрят. Девятка кубков, преамбула. Карта показывает, опыт будет полностью востребован в вашей жизни для отношений. Конечно, это очень хорошая, светлая карта, она исполняет желания. Она говорит о том, что люди могут быть очень долго вместе или всю жизнь, они души друг в друге не чают, они растворяются друг в друге. Конечно, сначала бывает все не без проблем, да, но постепенно люди понимают, как относиться друг к другу правильно, используют какие-то привычки, да, и находят подход друг к другу. То есть мужчина здесь может угождать, женщина, значит, может проявлять тоже свое мастерство, быть в моменте. Но я считаю, замечательно. И вот смотрите, в итоге этот опыт сказывается лучше некуда, и люди вместе, вот они как единое целое, вместе смотрят на звезды.
Какой кармический аспект? Для чего данный субъект вошел в вашу жизнь? Какой урок нужно извлечь именно кармический? Давайте посмотрим. Ух ты, ух ты, ух ты! Карта показывает некорректно заданный вопрос, будущее не определено или скрыто. Это, как говорят, черная или пустая карта. Карта показывает, что вам нельзя знать, какой кармический урок вы проходите дословно. Вы должны понять это сами, и вам откроется тайна. Сейчас нельзя спрашивать это у карт. Они не хотят отвечать и не будут отвечать. Поэтому вам нужно набираться терпения. Вы и так уже знаете слишком много об этих отношениях. Вы знаете, что они судьбоносные. И высшие силы считают, что этого достаточно на сегодняшний день. Что именно так и не иначе. Хорошо, давайте посмотрим совет карт. Что-то у нас все сегодня про музыку. Смотрите, какой тут замечательный музыкальный инструмент. Вот в прошлой позиции тоже был музыкальный инструмент. Но вообще, на самом деле, карта показывает идеальную гармонию, да? Она показывает, что вы едины, что у вас здоровые, гармоничные партнерские отношения. И нужно вовлекаться в отношения, чтобы была взаимность и сотрудничество. Для вас начинается именно время здоровых, гармоничных партнерских отношений, и вы призваны исследовать потенциал друг друга. Вы можете быть собой, и вы можете принимать партнера или партнершу. Ключ к тому, чтобы вести отношения, это объединяться. То есть не считать себя отделимым от этого человека, не разбрасываться отношениями, не выгонять его при каждой маленькой ошибке. Каждый приносит свои подарки к столу, и вам не нужно подчиняться другим. Истинное выравнивание с другим человеком происходит от того, чтобы быть по-настоящему только собой. И да, у вас есть мелодия, а вы в ней некая нота. И без этой ноты ничего не получится. То есть гармоничного воспроизведения уже не будет. Обратите внимание на то, может ли ваше подсознание пройти весь травмирующий опыт, да, и выйти к этому. Получается так, что нужно достичь гармонии в отношениях, и вы уже на пути к этому, вы уже много чего сделали, преодолели, и просто нужно идти дальше, а не отказываться, допустим, от человека. Я еще раз повторю, я в первой позиции это говорила, что если кто-то смотрит гадания про алкоголиков, тунеядцев, наркоманов, зэков, всяких таких людей нехороших, которые вас бьют и так далее, и вам кажется сейчас, что у вас идеальные отношения, обязательно трезво смотрите на отношения, несмотря на то, какую позицию вы выбрали, потому что вас может подводить интуиция. То есть, если я вам все сейчас так идеально рассказала, а вас только что избили и сломали челюсть и пару пальцев на ногах или на руках, это не ваша история. Здесь история действительно хороших, гармоничных отношений. Люди друг друга прям чувствуют на расстоянии и понимают друг друга. Или они на пути к этому. Такая у нас третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.